Кашу маслом не испортишь? Ну и на какой хрен вы это сказали? Всем привет, народ! Сегодня у нас будет на обзоре тестер автомобильного масла от бренда Autul. Вот Engine Oil Quality Tester и модель AS503. Значит, данный прибор может тестировать как масло бензиновых двигателей, так и дизельных. Вот так все это дело ко мне приехало. Было все, видите, запломбировано вот такими вот пломбами. Ну, соответственно, и здесь мне пришлось все это дело разрезать. Ну что ж, вынимаем, смотрим, что да как приехало. Друзья, хотите верьте, хотите нет. Данный приборчик у меня уже лежит, наверное, более месяца, как я его получил. Шел он очень долго. Порядка, наверное, 3 с чем-то месяцев. Я уже хотел открыть спор, забрать деньги, но он показался на горизонте. Значит, есть такая вот инструкция. Русского языка, к сожалению, нет. Есть вот такая карточка, если вдруг чего, то по QR-коду можно в сервис обратиться. Хотя не знаю, каким это образом будет выглядеть. Ну, вот как-то так. Короче, нам это ничего не интересно. Здесь есть такие какие-то QR-коды тоже. И давайте смотреть. Вот наш весь, грубо говоря, приборчик. Вот имеется зонд длиной метр. Значит, прибор как делает измерение? Ну, давайте по-русски, по-простому, на просвет. Это основное измерение. Вот, значит, приезжает без батареек. Устанавливается здесь 3 батарейки формата 3А. Я уже показывать не буду, думаю, тут все с этим понятно. Ну и вот такой вот зонд. Значит, читал я по многочисленным отзывам. В основном есть обзоры англоязычные. Русскоязычных обзоров, друзья, я, честно скажу, не видел. Возможно, я буду первопроходцем, да. Вот. Кто-то считает этот приборчик, конечно, детской шалостью. Ну, не знаю. Вот купил сугубо для себя. Посмотреть на остаточный ресурс своего масла. Ну и что ж, длинным удержанием включаем прибор. Загорается у нас вот такой вот дисплей. Значит, показывает температуру 20,9 градусов. Вот данной стрелкой кольцом мы переключаем режим измерения. Видите, газолин и, соответственно, дизель. И все, что у нас, грубо говоря, есть. Можем Цельсия, Фаренгейт переключить данной клавишей, но эта клавиша запускает тест. Поэтому долго мы с вами тут мучиться не будем, долго я держать вас не буду. Вот, посмотрим на зонд. Вот так выглядит зонд. Вот, и из многочисленных отзывов люди пишут, что не измеряйте на горячую двигателе масло. Почему? Потому что сам зонд каким-то образом отклеивается. Поэтому все измерения рекомендую производить при комнатной температуре. Итак, подготовил я 3 вида масла. Вот это вот масло чистое из упаковки, из банки. Это масло, которое заливаю в свой автомобиль. Valvoline Max Life 5W40. Это масло у меня отработало 9000 километров. Это с моей прошлой замены. Слил чистенько в баночку. И вот это масло... Это все бензин. Вот, а это масло с автомобиля моего товарища, с дизеля, с Тойоты. Видите, какой чернозем. Если сравнить вот бензинку и дизель. Вот такой вот чернозем. Ну что ж, мы с вами будем все это дело пробовать, тестировать. Первым делом опускаем зонд. Блин, не опрокинуть бы все эти баночки. Так, наверное, я все-таки немножко дальше их отставлю, чтобы было вам видно и менее безопасно. Опускаем, значит, в чистое масло. По логике это все дело должно показать у нас 100% ресурса масла. Опускаем. Зонд погрузился полностью. И нажимаем тест. Идет тестирование. Вот и посмотрим, что покажет чистое масло. Видите? 100%. О, вот как это работает. То есть ресурс у нового масла 100%. Вот.
Так, теперь, не знаю, как это все будет выглядеть. Наверное, просто промокнем. Просто промокнем чистой бумажкой, чистой салфеткой. И опустим в моторное масло от моего автомобиля. Опять же, бензин, которое проехало у меня 9000. Итак, окунаем, немножко помешаем. Купил данный приборчик, чтобы посмотреть. Вот, я хочу масло менять через 8000, но дотянул целую 1000, пока ждал, пока приедет прибор. Прибор так и не приехал. Пришлось мне масло поменять, соответственно, без прибора. Ну и вот отлил немножко для теста. Ну что, погнали. Что покажет нам масло, отработавшее 9000? Какой остаточный ресурс? А у нас в остатке всего лишь 10%. Вот, поэтому меняем маслица. Пофиг этот Max Life, Long Life, видите, а в остатке всего-то десяточка. И масло, как вы видите, друзья, не совсем темное. Не совсем. Еще хочу один тест провести, дабы убедиться в точности показаний. Все, промокнул. И еще один тестик, повторный. Поехали. А оно показывает все те же 10%. И уже у нас стоит крест. Ездить на этом масле нельзя. Если бы на масле можно было еще ездить, здесь бы горело бы окей. А так все, до свидос. Поэтому видите, сколько много я, так сказать, переездил. Ну и у нас остался тест дизельного масла. Посмотрим. Вот это вот масло проехало 10 тысяч. Мой товарищ меняет на 10 тысяч. Тоже льет масло тойотовское, Toyota. Вот и посмотрим, что там да как там с этим маслом. Вот видите, цвет моего бэушного масла довольно классный, неплохой. Так, но не хвалитесь, у кого масло, допустим, вы сливаете вот в таком чистом, допустим, виде. И вы всем хвалитесь, что вот у меня масло какое залил, такое и слил. Это, друзья, наоборот минус. Почему минус? Потому что в вашем масле очень малое количество моющих присадок. Поэтому оно остается чистым, а движок, соответственно, грязным. Поэтому масло, чем чернее, так сказать, тем лучше. Ну, не всегда, но оно как-то так. Так, все, дизель. Опускаем, окунаем, немножечко мешаем и запускаем тестирование. Посмотрим на масло моего товарища. К сожалению, не отлил я нового себе масла, не подумал. Ну вот, имеем, что имеем. И здесь у нас тоже показано 10%. Вот это меня, честно вам скажу, смущает. Почему 10% и там, и там? Хотя это 9000, то 10 тысяч. Ну, вот как-то так. А цвет масла сейчас я вам покажу, друзья. Просто чернозем. Делаем пропитку. И смотрим на разницу. Разница, думаю, видна. Мое бэушное и вот это вот дизельное. А, друзья, это моя ошибка. Я что не переключил на дизель. А поэтому переключаем на дизель. Видите? Надо быть внимательным. Окунаем, немножечко поплюхали и запускаем повторный тест. И вот здесь уже, наверное, будет не 10%. Поскольку прибор знает, что в дизеле очень много всяких вот этих вот присадок. И вот мы получаем в остатке ресурс 20%. Поэтому товарищу тоже рекомендация менять через 1007. Вот. А мое масло, видите, Long Life или Max Life, там этот Valvoline. Я надеялся, что он все-таки будет как-то побольше служить, но на 9000 оно показало ресурс 10%. Давайте протрем и посмотрим еще разок мое масло. Вот такая вот картина.
Ну что ж, переключаем обратно на бензин. Переключили. Окунаем. И давайте еще разок посмотрим. Покажет 10% или не покажет. Тест. Да, все те же 10%, все горит крест у нас, на этом масле поставить надо. Ну и температура масла, видите, комнатная 20,6 градусов. Ну и давайте напоследок уж промеряем еще разок масло новое. Посмотрим, вот останется в окошках старое масло и что-то это поменяет или не поменяет. Так, у нас газолин, новое масло, погнали тестировать. Пожалуйста, 100% остаточного ресурса. Вот, друзья, в принципе, как бы и все на сегодня. Значит, верить, либо не верить данному прибору, решение принимать сугубо вам, конечно же. Никому я ничего не навязываю. Я купил его себе для проверки. Я, наверное, все-таки буду доверяться вот этому приборчику. Так как технология данного измерения стара как мир. Вот недавно мне товарищ даже видео прислал, когда-то были стрелочные приборы на основе вот этого вот световой проводимости, будем так говорить, на просвет измерения. Вот. Ну а теперь уже пошли цифровые. Плюс фирма Autul, я думаю, всем известна своим качеством. Поэтому мы сами с вами все просмотрели, все видели. Значит, 100%, 10% и 20% остаточного ресурса. Верить, не верить, решение за вами. Ссылку я, как всегда, вам оставлю в описании. У данного продавца большое количество этих приборов. Хочется мне очень купить еще один прибор для измерения трансмиссионных масел. То есть хочется мне посмотреть на масло в своем вариаторе. Что да как оно собой представляет. Вот, посмотрю, может быть, прикуплю. И опять сделаем такой небольшой видосик. А на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо, всем пока. Я все деньги вон проедаю и трачу на шлю деньги родне.